Вот отслеживаю я на этом сайте, вот где посылка. То есть здесь вот видно вся судьба. А вот когда она, куда поступила. Вот такая вот информация вышла. То есть, когда, получается, посылка прибывает уже в пункт выдачи на Алиэкспресс, меняется вот тот номер, который давал продавец, на другой трек-номер, на российский. Из того сайта перекидывает как бы вот сюда вот, в этот поиск. То есть здесь вы вводите тот старый трек-номер, который китайский, и вам выдается уже здесь прям вот ищет по тому номеру, здесь выдается уже российский. То есть вот получается, видите, 9 марта отправили, обратно я 10 прибежала, вот написала, и как бы вот покинула промежуточный центр. Куда она покинула, пока неизвестно. Надеюсь, что получилось ее вернуть обратно на почту. То есть вот ход, видите, замедлился. 9 вот она начала быстро отправляться, прям сразу ее начали. А как бы вот здесь вот она уже замедлилась. Вот. Может быть, ее и вернут обратно на почту. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Но на всякий случай я еще написала сообщение продавцу, отругала его, что тот трек-номер, который он мне давал, он вообще не отслеживался с самого начала. Все сайты мне писали, что неправильный трек-номер. Я не знаю, может он как-то экономит, может он еще как-то хитрят они. Я понятия не имею. Но в итоге вот получилась такая вот путаница. И я ему написала на всякий случай, что посылка, что тот трек-номер, который вы мне дали, он не отслеживался. В итоге посылка пролежала на почте месяц. Я ее не могла найти на сайте. И в итоге ее отправили обратно в Китай. Если она к вам вернется, отправляйте ее обратно мне. Вот там тебе что-то написал, я еще даже и не читала. И читать даже не хочу. Но пока спор открывать не буду. Посмотрим, что будет дальше. А я вот здесь вот на сайте, мне один мой знакомый подсказал вот такой вот, видите, Duolingo называется. Сейчас я уберу галочку. Сайт Duolingo. Duolingo. По изучению английского языка. Очень хороший сайт. То есть здесь сначала пишешь, какой у тебя уровень, и тебе она предлагает, эта программа, разные уровни обучения. То есть здесь вот основы, одежда, то есть разная тематика, отношения. И по мере того, как ты проходишь каждый вот этот вот раздел, у тебя открывается вот новые, видите, животные, еда у меня открылась. Вот. Эти еще закрыты. Нет, животные у меня еще закрыты. У меня вот остановилось на глаголе to be и фразы. Кроме того, здесь еще есть раздел «История», где ты можешь тоже совершенствовать свой английский язык. То есть здесь вот в разные истории заходишь и на разные тематики, как бы такие вот диалоги здесь переводишь. Выбираешь, какие хочешь. Вот они. Первый набор. Можно заниматься когда у тебя есть время. На электронную почту приходит напоминалка, то есть чтобы вы занимались каждый день. То есть вот кому надо, очень удобная вещь. Я даже о ней не знала. Это вот мой американский друг мне подсказал. Он на этом сайте учит английский язык, русский язык. Тоже так же ему нравится. И вот он мне порекомендовал. Ну что, настает пора высадки рассады. Я и как весь советский народ ищу всякие емкости, приспособления для того, чтобы высадить мою рассаду.
В этот раз нашла вот такую коробочку из-под конфет, подаренных мне сыном на 8 марта. Сделала дырочки в углублениях. Сейчас сюда что-нибудь посажу. Пока не знаю, что. Сейчас пока заполняю все это землей и буду думать, что сюда такое посадить. Слушайте, очень удобная коробка, я даже не ожидала. Я специально с нее не снимала вот эту вот пленочку. То есть она там в пленочке. Вот такая вкладывается, такие вот ячеечки. Вот я их полила. Я, наверное, сюда посажу по 2 семечка, разложу помидорки. Это получается 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 40 будет у меня кустиков здесь помидорок, а потом я их буду рассаживать. Землю я эту набирала еще осенью, делала запасы, а семена у меня свои. Значит, это будут помидоры черри. Это я в том году их заготавливала. И еще у меня будет вот грушевка. Это я посажу вот в эту коробочку. И еще мне надо найти какую-то емкость для того, чтобы посадить помидоры бычье сердце. Еще хочу бычье сердце посадить. То есть у меня, наверное, будет 3 сорта или 4. У меня еще есть черный принц. Сорта очень хорошие. Сейчас буду раскладывать семена, черри и грушевку. Вот так вот буду раскладывать по 2 семечки. У меня есть пинцет. Вот такой. Вот пинцетиком я сейчас буду вот так вот раскладывать. Все делаю, ребята, предельно просто. То есть вот у меня семена в пакетике были. Беру и просто вот так вот перекладываю их. Земля обычная. Обычная вот у меня, значит, такая импровизированная. Такие ячейки для рассады. Ничего не покупаю. Пользуюсь всем тем, что есть под рукой. Так, первый ряд у меня, значит, будет черри. В общем, решила я разложить в каждое гнездышко по 3 семечки. Это у меня 3 разных сорта. Значит, этот сорт я не знаю какой. Но у меня все сорта хорошие, поэтому посмотрим, что зайдет. И потом я все равно их буду рассаживать. Это у меня здесь получилось 60 будет всходов. Но обычно я примерно так и сажаю. Но, возможно, я еще посажу, может быть, штук 20. Потому что мы помидоры очень любим. Вот сейчас, значит, я их присыплю сверху немножко землей и накрою крышечкой и поставлю их сходить. Вот так вот немножечко присыплю сверху земелькой, чуть-чуть буквально. Значит, сегодня у нас уже середина марта. Я немножко припозднилась, конечно. Я обычно сажаю пораньше помидорки. Ну вот что-то как-то в этом году, не знаю, настроения совсем нет. Думала сажать, не сажать, но в итоге, конечно, здесь даже думать не надо, учитывая то, какая сейчас геополитическая ситуация. Конечно, надеяться нужно только на себя. Конечно, сажать я буду. Хотя у меня были немножко другие планы, но тем не менее я решила посадить. Буду сажать много всего. Расскажу, что. Так, я все высадила. Вот так вот. Сейчас, значит, вот закрываю крышечкой, чтобы была там темнота. И все. И оставляю так до тех пор, пока они не взойдут. Очень, кстати, удобная, хорошая идея. Как-то посмотрела, и у меня сразу вот так вот в мысли возникла вот такая идея, что можно воспользоваться вот так вот для посадки. Все, здесь 60 штук. В принципе, мне хватит. Но я сейчас еще что-то найду небольшое. И, может быть, еще штук 10-20, может быть, посажу. В общем, что в итоге по моей посылке. Несмотря на то, что я написала заявление на необоснованный возврат моей посылки из Почты России, где она провалялась месяц,
и мне не прислали извещение обратно в Китай, все равно эта посылка, она в Китай ушла. Мне не оставалось ничего делать, как только открыть спор, потому что продавец, который мне отправил посылку, вживую не хотел общаться, присылал мне автоматические ответы. Ваша посылка в пути, скрины, ждите, и ничего такого. Потом все-таки он, через какое-то время я до него достучалась. Он просил меня закрыть спор, но потому что это вредит его репутации. И все. Я написала, что я спор закрывать не буду, потому что я хочу, чтобы вы все-таки ответили мне и вернули мне посылку мою обратно. Только после этого он ответил мне вживую, сказал, что моя посылка действительно вернулась. И когда она вернется к нему в магазин, он отправит ее мне опять, либо деньги вернет. Я написала, что я деньги не хочу, верните мне посылку. Хорошо, хорошо. В общем, мы с ним договорились. В итоге, но он меня больше не просил закрыть спор. Написал, что подождите. Я говорю, хорошо, я жду. В итоге вот мне прислали вот такое финальное решение по спору Алиэкспресс, где эта вот организация Алиэкспресс, приняла решение вернуть мне все деньги в итоге. Я думаю, что это правильное решение, потому что, то есть и за заказ, и за пересылку. Там пересылка-то стоит, сам заказ, вернее, стоит дешевле, чем пересылка. Ну, в общем, вот такое хождение по мукам. Что касается нашей почты, что они мне ответят, ну, это уже, знаете, не имеет значения. Вот это безразличие нашей почты, что посылка валяется месяц, но там же телефон есть, ну хоть бы звякнули как-то, ну хоть бы прислали смс какое-то, ну, извещение, но все равно как-то оповестите, что посылка валяется, человек не идет, он же ее ждал. Ну, в общем, вот так вот. Жалко, конечно, нужная была вещь, но, в общем, деньги мне вернут в полном объеме и за пересылку, и за сам товар. Так что, как вот такое вот окончание данной истории.